Друзья, хочу вам показать, как выглядит граница Китая и Гонконга. Я сейчас нахожусь на территории Гонконга. Через речку, через этот мост, это город Шэньчжэнь, Китай. Вам нужно пройти по вот этому вот пешеходному мосту. И в конце там граница, проверяют паспорта. Ребят, для того, чтобы попасть из Гонконга в Китай, в город Шэньчжэнь, есть два перехода. Лову и Лок-Мачай. Если вы едете на машине, то есть на такси, то вам лучше ехать на станцию Лок-Мачай. Обязательно нужно поменять немножечко денег себе. 1 yuan, 1 gigabyte. So you have 44 gigabyte now. А вот в Китае я всегда переспрашиваю все дважды или трижды, потому что было миллион случаев, когда я понял с первого раза, а потом что-то пошло не так. Ребят, покупайте сразу карточку там, где есть очень много интернета. Например, моя карточка, которую я купил, там 44 гигабайта, и она стоит $28 американских. Потому что в Китае очень важно иметь хороший интернет и до последнего дня. Итак, мы уже в Китае, только что перешли границу. Мы сейчас в городе Шэньчжэнь и ждем моего хорошего друга, партнера, которого я знаю уже больше 8 лет. Мы вместе ведем бизнес. Если вы ведете бизнес с одним и тем же китайцем долгое время, они будут за вас везде платить, задаривать вас подарками и так далее и тому подобное. О, какая тачка! Пойдет, мы сегодня погуляем. Nice to meet you. Китайцы тоже нормально зарабатывают на столиках и ноутбуках? Ну что, ребят, поехали с нами! Ребят, хочу напомнить, что мы сейчас в городе Шэньчжэнь. По численности населения он приблизительно такой, как Украина. Ребят, вот мы живем в гостинице, и рынок Хуачжэнбэй – это самый большой рынок электроники в мире. Прям вот у нас под окнами. Друзья, я сейчас нахожусь на рынке Хуачжэнбэй в городе Шэньчжэнь. Это самый большой рынок электроники в Азии. Более 20 тысяч магазинов, более 20 огромных торговых центров. Компании из более чем 700 направлений находятся здесь, в округе. И это все рынок Хуачжэнбэй. Посмотри, сколько шнурков. Надо брать хотя бы один. 1000. Смотрите, сейчас перед нами совершенно разные качества шнурков. Это 5 видов шнурков, одинаковых полностью по дизайну, но совершенно разного качества. И они стоят разных денег. Самый дорогой из них производит компания Foxconn. Он стоит 6,8 юаней. Это порядка $1.09. Это стоит оригинальный шнурок, то есть разница 14 центов и $1. По дизайну одно и то же. Совершенно одинаковые шнурки, но разного качества. Поэтому, когда вы отжимаете китайцев на цену, помните, что у них всегда по всем продуктам есть такой выбор. И очень важно не пережать. И для начала нужно спросить: подскажи, какое качество у тебя есть и в чем разница? Они вам должны рассказать, и только после этого начинать торг. То есть я сразу фотографирую его визитку. Сейчас я оплачу через WeChat. 10. Вот он, короче, очень-очень долго считал, очень много шнурков, и почему-то у него получилось ровно 100 юаней. Ребят, я не знаю где, но он где-то меня обманывает. Представьте, какой рынок чехлов вообще в мире, если существует целое здание чехлов на рынке Хуачжэнбэй в Шэньчжэне. Вокруг одни чехлы. Если вы хотите научиться делать бизнес с Китаем действительно по-взрослому, вы знаете, на какой нужно канал подписываться. Let's go!
let's go. Мы с Изаном знаем друг друга уже более 8 лет, соответственно, ведем бизнес уже более 8 лет. Работаем только контейнерными нормами. Не смогу вам сказать точное количество, сколько контейнеров было отправлено. Сейчас мы поговорим об этом немножечко подробнее. Очень важно уметь строить правильно отношения с людьми. Нужно чувствовать как психологу, да, то есть вот друг друга, не напрягать друг друга ни в коем случае. Что я делаю для того, чтобы построить отношения долгосрочные? Я не говорю о деньгах. Я узнал, что они производят, приблизительно какие у них цены. Я потрогал в руках их продукты. Я приблизительно понял, кто они. Я узнал об их истории. И если я понимаю, что они мне интересны, то я начинаю говорить не о деньгах. Нужно говорить о других вещах и строить не таким образом, что «Привет, как у тебя дела? Как твоя семья? Кстати, отдай мне лучше цену». То есть это неправильно. Нужно, если вы спрашиваете, как у тебя дела, как твоя семья, то разговор должен закончиться «Всего тебе хорошего, отличных выходных, все, пока». Мой партнер Изан – это вот отличный пример, как вести бизнес в Китае и продавать свою продукцию в другие страны, такие как Америка и Европа. Товар дорого. Продавать товар под своим брендом, давать эксклюзив, вести себя честно и порядочно. Ребят, вот так выглядит китайский офис, бильярд. Чувствую себя как дома. Карси! Фу! Это очень крутой бизнесмен, у которого оборот компании сейчас более 100 миллионов долларов. We need few doubles. 在这里面做个操作嘛，对啊，就说哎，吃了，就这样嘛。OK。 Короче, ребят, это такая штука для пенсионеров, но иногда пенсионеры бывают и в 20 лет, чтобы не забывать, почистил ты зубы утром и вечером или нет. 这个东西才去年12月份才出货，也就属于1万个，1万个。 И вот этот человек это купил вот на 50 тысяч долларов в Австралии, вот таких штук, которые просто вот, чтобы не забывать, когда вы почистили зубы. Друзья, мы сейчас находимся на улице Карго, возле рынка Хончин Бэй. С этой улицы можно отправить товар буквально в любую страну мира. Также очень удобно, если вы хотите купить, например, большую партию, 2, 3, 5 контейнеров, вот прямо на рынке. У них, конечно же, такого объема сразу нет. Вы им просто даете адрес каргошников, который находится буквально у них под окном, и доставка для вас будет стоить бесплатно. Приехал на рынок, купил себе контейнер и отправил сразу каргошниками, которые находятся буквально в 100 метрах от рынка. Рынок электроники в Шэньчжэне – это не просто продажа телефонов, ноутбуков, компьютеров и электронных приборов. Здесь огромное количество мелких запчастей, плат, маленьких болтиков, вот, для вот вообще всей продукции электронной, которая существует в мире. Я уверен, что из этих всех запчастей можно собрать даже атомную бомбу. What's price? The best quality. Эти наушники стоят 200 юаней. Ориентировочно это 31 доллар. Если вы скажете китайцам, слушай, у тебя дорого, я хочу дешевле. Скажет, окей, хорошо, только для тебя я сделаю дешевле. Он тебе даст дешевую цену, ты ему скажешь, слушай, я хочу еще дешевле. Он скажет, окей, я тоже могу дешевле. Китайцы никогда не отказывают, они не говорят нет. Они говорят, да, окей, я тебе сделаю. Но вопрос, что будет внутри этих наушников? Что вы получите внутри? Звук или отсутствие звука? Из этих компонентов получаются подставки для ноутбуков металлические. Здесь они лежат в разобранном состоянии, вот в таких ящиках. Ребят, прямо сейчас мы с Изаном сделаем стол и разыграем его рандомно среди тех, кто подпишется на наш канал, поставит лайк
и напишет в комментариях «Хочу стол Изена». Рандомно мы выберем любой комментарий и подарим этому человеку именно этот стол, который мы соберем. Поехали. Давай. Ребят, на Taobao этот стол вы можете найти за $67. Реально. Очень круто, правда. Very nice table. По-моему, получилось очень круто. Можно работать, поставить ноутбук, можно работать стоя, а также можно опустить стол на меньшую высоту. Вот таким образом. Он, получается, поднимается порядка где-то сантиметров на 40, и можно работать в любом положении. Мы его забираем с собой, и он ждет своего победителя. Tell me, please, is it different quality? Yes. Tell me, please, like you said me before. 哎呀，不啊，说差不多。 Именно это слово, когда говорят китайцы, очень опасно. Это значит приблизительно. Я сейчас покупаю образцы, и они немножко дороже, чем если покупать, например, оптом. Вот. Но нужно понимать, что это определенная оплата за то, что вы попробуете, потому что лучше купить 2-3 образца дорого, чем купить 1000 единиц, а она не пойдет. Поэтому лучше всего покупать образцы, платить за них чуть-чуть дороже, запускать свою воронку продаж, всего там несколько штук, какое-то количество единиц, попробовали, идет, и тогда уже только после этого покупать большую партию. Ну, 投诉嘛，就是法院嘛。 Одна из крутых историй, которую Изен только что рассказал, это все продукты, которые он делает, он патентует. Если, например, мы говорим сейчас о подставках для ноутбука, то в Шэньчжэне их делают какое-то количество фабрик, то есть все друг друга знают, потому что все покупают продукцию, там, например, металл и так далее, на одних и тех же фабриках. Так вот, алюминий они покупают на одной фабрике, где у него есть друзья. И один из клиентов, который покупал раньше товар у Изена, решил на другой фабрике произвести этот же товар, контейнер, но просто дешевле, там, в 2 раза. И фабрика, которая продает алюминий, соответственно, обратилась к Изену, говорит, что у нас заказали алюминий точно такой же, как ты заказываешь у нас. Соответственно, Изен об этом узнал и поехал на эту фабрику, проверил, действительно это так. Он это увидел и предъявил им претензию, что у меня есть патент на эту продукцию. Их предупредил, что он идет в суд. Он пошел в суд, и эта фабрика возместила ему $48 000, это 300 000 юаней, ущерб за то, что они сделали продукцию, которая запатентована им. Так что в Китае патентное право работает, это было в 2013 году, 2013, right? В Китае делать подделки — это тоже очень-очень опасно. Друзья, мы сейчас идем на выставку в Шэньчжэне. Специально приехали для того, чтобы посмотреть на стенд моего друга, который продает 1,5 миллиона бутылочек в месяц. Я думаю, вам тоже интересно, что же это за уникальные бутылочки такие, которых он продает такое большое количество. Догадываюсь, в чем вопрос. И вопрос не совсем в бутылочках. Вопрос в подходе, который он использует. Он продвигает свой бренд по всему миру. Он продает лицензию на продажу своего бренда в разных странах. Например, если вы хотите получить лицензию от него и продавать его бренд в своей стране, вы должны каждый год платить ему 3000 евро за то, что продаете его бренд. У него также есть люди, которые контролируют рекомендуемую розничную стоимость. Если они замечают, что кто-то завалил цену, они об этом сообщают. На 3-е предупреждение они лишают лицензии. Нас встретили девочки и ведут на стенд тех самых магических бутылочек. Hello, hello. Okay, this is my partner. I think a lot of girls like it. Wow. Okay, this one now our RMB like the 70, 70? and the retail price is the 20 27.9. Okay. So I think it's the really good price. People can buy. Wow. Very nice. В чем фишка его бутылок? В том, что
Внутри он использует антибактериальное покрытие, которое используется в медицине и в иголках, которые людям загоняют под кожу. So this bottle can use 1, 2, 3 cap. Вау. Yes, can use 3. So we put all here. Обратите внимание на Can put упаковку. 1, 2, 3. Почему продается очень много бутылок? Потому что они круто упакованы, и поэтому за них люди платят хорошие деньги. Вот реально ребята заморачиваются на каждой мелочи. Он рассказывает такие детали, что посмотри, у меня здесь нет линии внутри, у меня полноценное производство, которое позволяет сделать бутылку более качественной, чем у конкурентов. У меня антибактериальное покрытие. Посмотри на мою упаковку. У меня здесь чехол, у меня здесь красивая картонная коробка. То есть вот люди заморачиваются и зарабатывают намного больше, чем конкуренты. Конкуренты дерутся за 1 цент, а он просто поставил цену в 3 раза дороже и успешно их продает. Он прожил долгое время в Америке и понял, что не нужно драться за цену, у кого дешевле, у кого дешевле, у кого дешевле. Нужно просто заморачиваться на мелочах, делать уникальный дизайн, делать классный, качественный продукт и не бороться с конкурентами ценой. Все покупатели будут к тебе идти, если ты сделаешь классный, качественный продукт, классно его упакуешь и вот сделаешь кучу заморочек, которых просто нет у других. Ну что, поехали! Ethan is the most positive Chinese person which I ever seen. Мы сидим, нам реально 3-й час все приносят и приносят еду. Уже просто некуда вообще. И самое главное, я попросил, можно мне, пожалуйста, не острое, not spicy? Окей, not spicy. У меня рот просто горит, невозможно. Ребят, я хочу вам показать, как расплачиваются китайцы в ресторанах. Смотрите, вот нам только что принесли счет, там было написано в счете, ну, например, 2000 юаней. Я не видел, он мне не показывал, китайцы никогда не позволяют платить. Он направил свой WeChat вот сюда на QR-код, и таким образом он оплатил за наш счет, то есть через телефон. Официант деньги даже в руках не держал, терминалы не приносил, то есть все произошло вот так вот виртуально, без официанта. Только на столе сосканировал QR-код. We use the Victoria's Secret model. You use Victoria's Secret model Yes. with your bottle. Show my bottle. It is a good idea. Yeah. One day, $3 million on website. People prepare pay the money. For example, he say, "Oh, I want 10,000. I want 10,000. I want 10,000." Wow. Just one day, one $3 day. million on Yes. bottle. Yes, because we make the event. Because you make your brand. Because Yes. you make your brand and Because they are our brand. yeah. Wow, very nice. You see, every people they have a phone. You see? Okay. Yes. Many follow. For example, each lady have 1 million follow. 1 million follow Wow. in China. So when they post our product, You use bloggers, video blogger, Instagram. How can we make cooperation with you? I need to prepare for my own design, or I can buy your design, your colors. for the bottle business, now we only accept you use our blend, and also maybe you can put your blend. You can put a double blend together. Because for the bottle business, it's not just mine. We have 10 owner. We have 10 owner. yeah, Okay. 10 owner in China. That is why we do a really good job in China already. Because if I promise you, you can put your blend, but maybe the other people. I see many people. $1, $1. Ребят, китайцы настолько доверяют своим партнерам, что без проблем могут дать машину за 150 штук. Ну что, давайте прокатимся на Tesla X. How it works? Здесь? Yeah. Ну, нормально, поехали, ребят. Ребят, ну, по Китаю не так уж и сложно ездить, если честно. 14 км в час и давим на педаль. Вау! Это невероятно!
Моя Ауди так не едет, ребят. Ребят, ну что, прокачаем наших китайских друзей в Шэньчжэне? Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом в наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом в наших стаканах. Девочка пятница не хочет быть сегодня одна. Какая разница, где я не отвечаю на номера. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Я хочу угорать, я хочу угорать. Ребят, мы тут качаем наших китайских друзей. Всем привет! Нам так охуенно, 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 охуенно. Нам так охуенно, 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 охуенно. Нам так охуенно, 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 охуенно.